По данным МЧС России, в стране около 80% пожаров происходят в жилом секторе, на которых погибают до 98% граждан от общего числа жертв огненной стихии. Основная причина гибели людей – отравление продуктами горения. Самоспасатели марки «Шанс» дают возможность спасти себя и своих близких. Рассказывает москвич Никита Помящий. 25 февраля 2019 года утром в нашем доме на Сельскохозяйственной улице я почувствовал запах дыма. Приоткрыв входную дверь, увидел задымленный коридор и, сообщив в пожарную охрану, начал быстро собирать себя и ребенка для эвакуации. Перед выходом из квартиры уговорил и надел на свою 3-летнюю дочь детский самоспасатель «Шанс». Взял ее на руки, а обычный самоспасатель взял в руку. Когда вышел, то, признаюсь, растерялся. Задымление было не очень сильное, но боялся за дочку. Если надевать самому самоспасатель, то мог упустить время. Решил спускаться бегом, задержав дыхание. Дым разъедал глаза, воздуха не хватило, стало сильно першить в горле, но я все-таки смог добежать. Приехавшие пожарные ликвидировали пожар. Дочка не пострадала, хотя сам я прочувствовал на себе неприятные последствия легкого отравления. Детский самоспасатель мне заменили на новый, но потом мы купили и подарили самоспасатели «Шанс» своим родителям и родителям моей жены. Рассказывает жительница Красногорска Ксения Маркова. 4 года назад, после первого пожара, к нам в жилой комплекс «Арт» приезжали, показывали и обучали, как применять защитные маски и огнетушители. Там же можно было приобрести маски «Шанс» и защитные накидки. Я тогда купила для нас с мужем и дочери 3 самоспасателя. 22 января 2023 года в нашем доме опять произошел пожар. В это время в квартире со мной были 2 дочери 9 и 2,5 лет. Я развернула, приготовила 3 самоспасателя и стала ждать пожарных. Но в квартире стало трудно дышать, а дети испугались и заплакали. Я их успокоила и объяснила, что надо надеть маски на голову и затянуть резинки. Показала на себе, надела на старшую, а потом уже на младшую. Взяла малышку на руки, не сильно прижав рукой маску, и, взяв старшую за руку, быстро добралась до незадымляемой лестницы. Мы пробыли в самоспасателях не более 5 минут, но зато у меня было спокойствие, что мы не надышимся дыма. Ваши маски нам очень помогли. Многие соседи писали в чате дома, что так и не смогли выйти из квартир, надышались дыма, получили отравление и сильный стресс. К счастью, обошлось без жертв. Спасибо, что представитель производителя лично приехал потом к нам домой, вручил нам 3 новых самоспасателя «Шанс» в семейном наборе, а еще 1 детский самоспасатель «Шанс» мы уже сами заказали на Озон. Рассказывает житель города Луховица Максим Локтев. Приобрел 2 года назад самоспасатели «Шанс» на всю семью после первого пожара, когда увидел, что пожарная лестница не достает до нашего этажа. 23 февраля 2023 года ранним утром мы проснулись в дыму. Света в квартире уже не было. В темноте и дыму, полусидя на полу, практически на ощупь мы смогли найти, вскрыть и надеть на себя самоспасатели «Шанс». Поняли по шуму, что пожарные уже прибыли, поэтому быстро оделись и вышли из квартиры. Холл и лестница уже были в дыму. Мы достучались и разбудили своих соседей по этажу. Не став рисковать, эвакуировались по лестнице. Благодаря самоспасателям все прошло хорошо. Когда я вышел на улицу, увидел, что мой автомобиль, стоявший у подъезда, заволокло дымом, он мог загореться. Не снимая самоспасателя, я добежал до авто и отогнал на безопасное расстояние. Находясь в самоспасателях, мы не чувствовали запаха дыма, хотя из-за паники, беготни и спешки дыхание часто сбивалось. Таким образом, благодаря самоспасателям «Шанс», я спас не только своих близких, но и автомобиль. В тот же день я написал о своем случае производителю самоспасателей «Шанс», которые мне оперативно ответили и в их офисе, в торжественной обстановке, вручили новые самоспасатели. Друзья со мной даже поспорили, что не заменят и проиграли. Мы включили только 3 истории, но их гораздо больше. Берегите себя и своих близких.